Привет! Что же должна настоящая женщина? Женщина – это человекоподобное существо. Ты женщина? Значит, слушай сюда. В первую очередь ты должна кормить своего мужчину, убирать в доме, стирать и обязательно при этом ходить на работу. Не краситься, хотев привлечь чужое внимание. Все свое время уделять своему мужику. Обслуживать и делать его жизнь комфортной. Ведь для этого ты и существуешь. Пиздец, нихуя себе. Ебать. Да, я и сама охуела. Такой несусветной хуйни обучают даже не сколько мужчин, сколько женщин. А именно втирает эту муть вот этот красавец и много еще ему подобных. Куча тупых куриц приперлись слушать эту поебень. Их надо глушить не только сумкой. Потому что сумкой это как по пизде ладошкой. Надо бить палкой, а лучше ломом. Слушайте, слушайте, идиотки. Мы очень тупые. Не знаю, сколько баб еще так угандонят свою жизнь и получат сумкой по голове. Наверняка еще дохуя. Но так или иначе им это нравится. Так нравится. Изначально куриные мозги не думают о том, как сложится моя жизнь, если я сойдусь с этим бытовым инвалидом. Кому это выгодно? Потому что еще есть та, которая ее родила и воспитала по самым лоховским стереотипам. Это мамки ей навязали. Еда, это хорошо, муж должен быть накормленный, все идет через желудок у мужа. В таких семьях мне жалко только детей и то, какой пример они видят и впитывают. Ни в коем случае не женщин, потому что нормальная женщина видит в себе намного больше, чем просто служанку. Из таких рассказов из детства и получаются овцы, на которых строился весь этот мир. Одна овца рассказала, другая подхватила. Этой системе уже века, и она до сих пор работает. На ебанутых тренингах тебе расскажут, до какого момента ты нужна будешь своему челу. Но там звучит это немножечко по-другому. Коуч-идиот вам расскажет, что именно так и никак иначе женщина может проявлять свою женственность. А также, что центром твоей вселенной должна быть семья, если ее можно так назвать. Поэтому выряжаться можно максимум в стенах дома своего и только. Сходила на работу, припиздила домой. Раз в неделю выкинула деньги на коучей, специалистов по твоей жизни, припиздила домой. В этом и заключается секрет крепкого, счастливого семейного брака. Если ты не заносишь жопу на поворотах своему мужику, то ты не женщина, а просто ни рыба, ни мясо, а хуй где-то Тараса. Я вообще в шоке, как такая, как ты, сейчас смотрит это видео. Ты не должна тратить свое время на какие-то глупости. Нехуй слушать девушек, которые не хотят спустить свою жизнь в унитаз. У тебя должно быть время только на ёбнутых коучей. Они знают толк в жизни, особенно о сдирании бабла с лохов и хорошо пристраивании своей жопы. Быстренько их послушала и побежала домой вылизывать пол, складывать его трусы и готовить первое, второе, третье и компот. Чтоб он на крайний случай не пришел, еще и не отпиздил тебя. Встретивши клушу, которая выполняет рукошлепки этим профессором без мозгов, я ей даже руку не пожму. Ох уж эти мужланы, которые думают, что им все должны по непонятным причинам. Их спросишь, почему она должна? Потому что она женщина. Хорошо, почему женщина должна? Мужланы, не удивляйтесь женщинам, которые такие же самые охуевшие, как и вы. Я тебе не проиграю. Я тебя победю. В то время, когда никто никому ничего не должен, но овцы продолжают это выяснять и доказывать обратное. Идиот всегда найдет себе подобную. Пускай выполняет функции лоха. В итоге идут года, этот доволен, та заплывает жиром и морщинами, отдавая на это свою молодость. И это вид жизни, наверное, 70% семей. Ну, если мозгами не богато, то ничего не поделаешь, ведь в конце-то концов кто-то должен прислуживать. Я бы даже выразила благодарность Спасибо! этим
хранительницам семейного очага. Ведь если бы не они, то процент свободных имбецилов, ходячих по улице, увеличился бы в десятки раз. А так, когда я знаю, сколько таких работающих в бесплатной прислуге выскочили за таких замуж, то мне аж как-то на душе легче становится. Его любовь заканчивается ровно там, где начинаются неглаженные рубашки и пустые кастрюли. Не менее кричащий признак тупой пизды, если она говорит: путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Такая будет оставаться в жертве, записывая видео в ТикТок на 8 марта. Как же он неблагодарен по отношению к ней. Вместо того, чтобы слушать людей, которые живут в удовольствии, добиваются своих целей, реализовываются. Тупая бабеха всегда будет слушать клушу, которая ни для кого и для себя в том числе ничего не стоит. Чудесный выбор. Друзья, если вам кажется, что сейчас уже женщины давно не такие, то вам кажется. Люди думают, что общество, как и технологии, продвигаются, развиваются, идут вперед. Но, к сожалению, это всегда будет вашим ошибочным мнением. Люди-деграданты как существовали, так и будут существовать. Какой бы век сейчас не был, есть, к сожалению, много еще ужасных вещей, которые передаются из поколения в поколение, и ты ничего с этим уже не сделаешь. Это пиздец какой-то просто. Критическим мышлением обладают единицы. Тупизна выгодна практически всем, особенно коучам-наебщикам. Ты сможешь и дальше продолжить смотреть про овец, кликнув на мое прошлое видео. Это была Настя Максулева и мое рассуждение о особенно умственно отсталых людей. А что насчет этого думаешь ты? Я вас люблю, остерегайтесь овец и всем пока!